Друзья, всем привет! Я Александра Недзветская. Сегодня мы в моей мастерской. И сегодня мастер-класс по написанию портрета с натуры за один сеанс. Модель Алевтина сегодня позирует. Хочу пояснить, что работа за один сеанс – это, по сути дела, этюд. Что такое этюд? Это работа, в которой соблюдены основные тональные и цветовые отношения, передано ощущение от натуры, но не уделяется большого внимания деталям, так как просто задача другая. И сегодня я постараюсь все это осуществить вот на этом холсте. Приступаем. Так, сейчас голову туда. Ага, так, сейчас я поправлю немножко волосы. Угу. Так, сначала я делаю предварительный рисунок, он же композиционный, такой полупрозрачной зеленой краской, которая называется араратская зеленая. Мне она нравится, потому что она потом не мешает в живописи. Поворот головы у модели такой, то, что называется ложный профиль. То есть это профиль почти что, но видна вторая надбровная дуга. Это называется ложный профиль. Задача красное на красном написать. То есть в основном тут будет акцент на голову и на волосы. Холст у меня предварительно смазан льняным маслом. Для чего это делается? Чтобы можно было тряпочкой пользоваться как резинкой. Вот что, собственно говоря, я сейчас и делаю. Много масла не нужно лить, чтобы потом краска не стекала. То, что я сейчас делаю, это, по сути дела, портретный набросок для дальнейшей живописи. Да, я не сказала, что, если кто не знает, это все холст масла, краски масляные. Пишу я на тройнике. То есть жидкость, которая вот здесь, это тройник. Примерно в равных пропорциях масло, лак и разбавитель. Так, ну вот рисунок, набросок сделан. Приступаю к живописи. Я люблю начинать с фона. Просто так потом проще взять волосы и лицо уже к имеющемуся фону. Кисти флейцы можно купить в любом строительном магазине. Вот такие вот мохнатые. Очень удобные, мне нравятся.
Когда начинается работа, сразу достаточно много краски уходит. Потом уже в процессе проработки уже не так много. Ну и на начальном этапе живописи я не использую белил, то есть стараюсь максимально долго писать без белил. Но потом уже, когда пишется лицо, свет на лице, свет на волосах, тогда уже да, тогда уже без белил не обойтись. Для волос беру другую кисточку, тоже флиц, но поменьше немножко. Почему такие кисти? Мне они нравятся, потому что они как раз дают возможность сделать фактуру волос в том числе, именно из-за своей такой мохнатости. Поворачивая кисть по-разному, нужно как раз создавать фактуру волос. Где-то протереть, вот так вот втереть. Где-то легко, то есть просто даже регулируя нажим. Модель сидит на боковом свету, и тут достаточно большой контраст между светом и тенью. На самом деле это очень сложно писать и комментировать одновременно. Я когда пишу, я забываю о том, что мне нужно еще что-то говорить. Сверху волосы получаются более холодные, а снизу более теплые и золотистые. Вот то, что я сейчас делаю, тут прям такие золотые блики, очень красивые. А вот здесь вот достаточно холодный блик, потому что отражается холодный свет от окна. Флицы я люблю использовать для фона и для волос, да, там, для создания фактуры. А вот если уже более какие-то тонкие детали проработки, такие как лицо, вот щетина, натуральная щетина.
И я при ведении работы всегда двигаюсь от темного к светлому. И в работе в целом, и вот, например, в лице тот же принцип сохраняется. И темные тона делаются более прозрачными, а свет уже можно прям нагрузить. Ну вот, собственно говоря, только сейчас я начинаю вводить белила в живопись для того, чтобы писать цвета на лице. Цвета холодные на лице, практически такие перламутровые. Ну, плюс еще пасмурный день сегодня. И поэтому свет такой тоже пасмурный, холодный. Кисти у меня не очень тонкие, даже вот такими кистями можно делать достаточно тонкие вещи. Шея, хотя и кажется очень освещенной, но все-таки она должна быть чуть-чуть плотнее, чем лицо, так как она дальше немножко от нас. То есть чуть-чуть там на какой-то полутон плотнее. Как я уже говорила, можно даже вот такой кистью делать достаточно тонкие детали, то есть тонкие мазочки. Это достигается за счет того, что не вот так вот, да, а уголком можно. Можно как бы ребром кисти. Вот сейчас я покажу это. И не стараться прям сразу положить мазок такой большой, плотный, а закрывать область в несколько мазков. То есть я по-разному разворачиваю кисточку. И, соответственно, даже вот, например, вот тут вот можно такую тоненькую сделать детальку. У всех художников разные предпочтения по поводу кистей. Кто-то любит синтетикой работать. Ну, это на самом деле дело вкуса. Мне нравится натуральной щетиной работать. То есть синтетические кисти я использую там исключительно в каких-то очень тоненьких детальках, где нужно там какие-то, не знаю, реснички, волосинки сделать. Не более того. А так обычно натуральные кисти, либо щетина, либо, если для совсем тонких каких-то деликатных моментов, колонок, тоже натуральный волос. И здесь тоже, то есть я двигаюсь от тени, постепенно полутона, свет, и вот здесь вот как раз вот в этой части будет самая освещенная часть лица, самые светлые оттенки.
Самый светлый обычно лоб, то есть верхняя часть лица более освещенная, чем нижняя. Самый светлый лоб сюда постепенно в легкий полутон. То есть здесь свет, например, он будет подчинен вот этому свету. И вот такие кисти, они одновременно дают возможность сделать тонкие детали и сделать касание. А что такое касание? Это касание либо двух предметов, да, например, там, волос и лица, или, например, там, плечи и фон. И на них тоже нужно обращать отдельное внимание. То есть, как бы там ни казалось контрастная линия, все равно она мягкая, потому что между нами и моделью все равно есть воздух, который вот это все смягчает. То есть это не будет такой вырезанный край в любом случае. Сейчас у меня для деталек уже колонок. Колонковая кисточка, колонковый ворс. Ну и на протяжении всего сеанса живописи, естественно, происходит уточнение рисунка. То есть то, что я делала набросок в начале, это как основа. Потом на протяжении всего, то есть до окончания, собственно говоря, сеанса. Что иногда нет возможности детализировать за один сеанс настолько, насколько хочется, просто потому что краска сырая, и если там уже есть слой, там, например, не добавить сверху, потому что списывается с предыдущим слоем. Ну, просто, например, старые мастера, они заранее продумывали, они делали подмалевок определенного цвета, который потом работал из-под следующих слоев. А в данном случае это получается а-ля прима портрет. Без права на ошибку, можно даже так сказать. Что как легло, так и легло. Здесь на щеке и на скуле достаточно такой активный свет. Плюс сейчас еще чуть-чуть темнеет уже, хотя 3 часа, но ноябрь, Петербург, поэтому уже начинаются немножко сумерки. И соотношение между цветами и тенями становится немножко контрастнее, такое предсумеречное. И мазки в данном случае я стараюсь класть по форме лица, то есть вот как идет скула, щека. Это дает возможность объем создать. Я уже начинаю немножко торопиться, чтобы успеть закончить до темноты. Ну, надеюсь, что успею. Так как обещала за один сеанс, надо сделать за один сеанс. Второй не будем делать. Второй сеанс можно сделать, но уже для другой работы. И, кстати, друзья, если вам интересно было бы посмотреть, например, как ведется работа там, в 2 сеанса, в 3 сеанса, напишите, пожалуйста, чтобы я знала, что тема интересная, и, может быть, тогда тоже сделаю следующее видео.
Первый раз за весь сеанс я беру синтетическую кисточку, просто хочу немножко фон выровнять. То есть если, например, щетина, она дает такую фактуру рваную, то синтетика, она наоборот дает гладкие мазки. В зависимости от задачи, что нужно. Холст у меня немножко тянущий получился. Не специально, но просто такой попался. Но в данном случае это даже и неплохо, потому что нижний слой уже даже успел чуть-чуть подсохнуть. И получается, как будто бы я уже по немножко высохшему слою пишу. Ну, не подсох, втянулся туда, в грунт. Немножко обозначить плечо, хотя там оно списывается и теряется на фоне, но просто чуть-чуть его все-таки нужно обозначить. Так же, как и с этой стороны тоже. Чуть. С этой стороны оно обозначено волосами, которые легли по форме. Ну, с этой, в принципе, тоже. Ну что, друзья, портрет за один сеанс готов. Как я и говорила в начале, этюд с натуры. Ну, можно было бы немножко еще дописывать, но, к сожалению, погодные условия не позволяют, так что все, работа готова. Вот. Ну и, как обычно, если вам было интересно, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. Пока!